Это просто приятные бонусы. Бухаем, но не всегда, хотя очень хочется. Вообще, это просто такая роль, которая требует знаний, наверное, во многих сферах. То есть я должен владеть и менеджментом, и маркетингом, и финансами, и при этом разбираться хорошо еще в дисциплинах. Поэтому здесь нет какого-то определенного ответа, на что тебе нужно учиться, да, и куда пойти. Наверное, нет одного такого места, куда бы ты пришел, отучился и стал, например, да, там, на такую позицию. Здесь нужно скорее развиваться просто в разных направлениях и стараться понимать все моменты. Если бы. Да, не. К сожалению, нет. А кто это делает? Кто-то свыше. Хотел бы, иногда хотел бы, но на самом деле мое мнение, да, мой голос — это всего лишь один из. Если бы я кикал всех игроков, да, или кого бы я там хотел, то было бы очень сложно для самой команды чувствовать себя командой прежде всего. То есть это команда вообще это 5 человек, даже 6, да, если с тренерами, даже 7, если с аналитиком еще. И они должны решать это между собой, потому что они лучше понимают все эти моменты. И чтобы мне принимать решение о кике, мне просто нужно сидеть с ними на тренировках и слушать абсолютно все. Но это тогда будет занимать у меня по 10 часов в день, и тогда можно ничем больше не заниматься, потому что без шансов просто найти на это все время. Можно еще через некоторые вещи, но лучше всего, чтобы человек знал, понимал и обучался тому, что ему нравится. И, наверное, вообще вот у нас в киберспорте очень важно, чтобы человек горел этим. Это энтузиазм, чтобы ему это все нравилось. Я считаю, что это на самом деле не только в киберспорте, а и вообще в целом, потому что если человеку не нравится то, чем он занимается, то он рано или поздно перегорает. И эффективность от этой всей работы и для какого-то карьерного роста для него самого становится намного меньше и намного сложнее это все достигается. Как можно попасть к нам в став? Написать мне на почту Кучеров Алексей, Hellraisers Pro. А там посмотрим. Да иногда рейджу, конечно, они сами между собой рейджат, но я остываю и понимаю, что где-то я, может быть, даже был бы неправ. Ой, давай без этого. Не, ну на самом деле у меня раньше, где-то годика пол назад или даже больше, я еще играл на фейсите, у меня на фейсите была там 7, даже 8 достигал, вот, но это было в стиле там 2 матча, не знаю, в неделю, 3 максимум, а сейчас реально уже нет времени просто сидеть и играть. Это учитывая, что еще занимаюсь аналитикой Counter-Strike, то на StarLadder, да, вместе с Петриком, то здесь уже становится еще сложнее найти какое-то время, чтобы просто сесть и поиграть, хотя очень хочется. Очень-очень много работать над собой, и, наверное, вопрос не только в количестве, а и в качестве. Необходимо очень много анализировать свои ошибки и думать над этим всем. Не просто сидеть и играть, а думать, как становиться лучше, смотреть за другими командами, опять же, да, как они становятся лучше, что они такого делают для того, чтобы быть проигроками, да, и достигать хороших результатов. И вот тогда, может быть, попадешь в организацию какую-то или команду, да. Но это постепенный рост, понимаешь? Здесь нет такого, что ты сел, поиграл, попал в Hellraisers. Здесь тебе необходимо пройти очень много этапов, собрать одну команду, быть лучше в ней, после этого перейти в команду, которая еще лучше. И вот так вот постепенно с одной ступеньки на другую переходить. То есть это планомерный рост должен быть. Нет, такого нет. Мы общаемся между собой, когда встают какие-то, да, глобальные вопросы, я не знаю, или какие-то более точные вопросы, которые можно уточнить у коллеги. Вот, но прям такого какого-то тайного чата секретного такого нет. А как происходит решаф? Ты звонишь и говоришь «Алло». Иногда даже так, да. Алло, я хочу забрать твоего игрока, сколько нужно денег?
По мере возможности, потому что игроки тренируются по 10 часов в день, я точно так же работаю по 10 часов в день, и наши графики не совпадают, как правило. Поэтому времени, на самом деле, на то, чтобы где-то пообщаться и так далее, становится все меньше и меньше, но, да, учитывая, что вообще-то график чемпионатов еще больше усложняется и уплотняется, вот, но при возможности, конечно, мы общаемся, стараемся друг с другом поддерживать не только какие-то рабочие отношения, но и дружеские. Как вы проводите время вместе? Бухаем. Да. Но не всегда. Я думаю, это преимущество. Это определенное преимущество, потому что и кадровые замены решаются более эффективно, и замены, да, вот находятся и так далее. То есть вообще это очень хороший момент, если действительно ты разбираешься в этом. То есть если, например, у меня стоит вопрос образно, да, там, например, по лолу найти какую-то дисциплину, команду, точнее не дисциплину, а команду больше отобрать, более какой-то хороший вариант, то здесь сложнее принять мне решение самому. Мне для этого нужно собрать еще мнение, не знаю, 5-10 людей, которые разбираются в этой дисциплине намного лучше, чем я. Если речь идет вообще в целом о том, чтобы кого-то взять в Counter-Strike, то здесь я, в принципе, могу сам в большинстве вариантов придумать уже, да, какие-то хорошие, эффективные решения, вот, и после этого, допустим, даже просто там пообщаться с тренером, с капитаном, и уже можно прийти к какому-то одному общему мнению. То есть намного лучше, если ты разбираешься реально сам в этом.